Приветствую, друзья! На связи Евгений Тричиков, и в этом видео мы рассмотрим динамическую подмену заголовка на сайте в зависимости от параметра запроса. Этот прием обычно используется во время рекламных мероприятий с целью адаптировать контент сайта под определенную аудиторию. В рамках видео мы рассмотрим пример связки с контекстной рекламой. Для этого нам понадобится разбить аудиторию на сегменты, установить параметр запроса для каждого сегмента, создать переменную, которая подсасывает значение параметра запроса из ссылки, создать табличную переменную распределитель и настроить тег подмены заголовка. В контекстной рекламе существует два популярных подхода к организации рекламных кампаний: одна группа, одна фраза и работа с группами плюс макросы. Если вы работаете как Антон по правилу 1 к 1, то вам придется сгруппировать фразы согласно интентам пользователей. Таким образом, у вас получатся сегменты аудитории по намерениям, что нам и нужно. Я работаю с группами и использую макросы в объявлениях, поэтому ключевые фразы изначально разбиты на намерения. Таким образом, у нас может получиться примерно такая таблица аудитории. Или такая. В первом столбце название группы фраз – это сегменты аудиторий. Во втором мы устанавливаем значение параметра запроса для каждой группы. В моем случае параметр запроса – это контейнер UTM-контент. В него я положу значение для каждой группы. В третьем столбце мы указываем заголовок, который хотим видеть на сайте для данной группы ключевых фраз. Таким образом, мы планируем показывать уникальный заголовок на сайте для каждого сегмента аудитории. В последнем столбце для удобства пишем готовую ссылку для каждой группы фраз. Как видите, ссылка должна содержать параметры запроса. Используйте ее для рекламных объявлений. Здесь стоит отметить, что параметр запроса – это по сути набор символов, ключ. Я решил использовать UTM-контейнер. Вы же можете взять в качестве параметра запроса, например, Дима Билан. При этом Дима Билан будет принимать различные значения для каждого сегмента аудитории. Отправляемся в аккаунт Google Tag Manager и создаем пользовательскую переменную тип URL, тип компонента, запрос. В качестве ключа указываем, как вы уже догадались, наш параметр запроса Дима Билан. Прошу прощения, UTM-контент. Сохраняем и даем говорящее название переменной. Таким образом, эта переменная будет подсасывать значения, которые содержатся в параметре запроса. Создаем пользовательскую переменную тип таблица поиска. В качестве входной переменной указываем только что созданную переменную приемник. Ну а в таблице поиска, я думаю, все уже понятно. Слева указываем значение параметра запроса, справа соответствующие заголовки на сайте. В этом вам поможет предварительно подготовленная таблица. Ниже вы можете указать значение, которое примет переменная, а стало быть и заголовок, если в ссылке нет параметра запроса. При этом нужно понимать, что при таком развитии событий тег подмены, который мы сейчас создадим, будет срабатывать при любом посещении сайта. В целом не критично и никому не мешает, но если вас напрягает и хочется, чтобы тег подмены срабатывал только для ссылок с параметром, делайте как я. Я сохраняю переменную, не указывая значение по умолчанию, даю понятное для меня название. Перехожу в раздел триггеры и создаю новый триггер тип просмотр страницы. Условия активации – некоторые просмотры страниц. В качестве фильтра указываем табличную переменную, которую мы только что создали. Не равно undefined. Undefined – это значение, которое принимает табличная переменная, если в ссылке нет параметра запроса. Таким образом, триггер срабатывает только для нашего трафика. Этот триггер мы и будем использовать для активации тега. Создаем новый тег тип пользовательский HTML. И здесь вам нужно поместить скрипт, который будет искать заголовок на сайте и менять его на значение табличной переменной. Проще всего сделать это, поставив задачу разработчику, поскольку реализация команды зависит от организации сайта, скажем так. В качестве примера я продемонстрирую вам 3 варианта реализации. Просто покажите их разработчику, и он поймет, что нужно сделать. Первый вариант потребует от вас добавить атрибут ID с произвольным значением для тега h1, то есть вашего заголовка на сайте. Этот скрипт ищет элемент с указанным ID и заменяет его значение табличной переменной. Второй вариант реализован на сайте mosecomontage.ru. Как видите, здесь поиск заголовка на сайте происходит с помощью jQuery. Здесь скрипт ищет элемент с классом HeroTitle и заменяет его значение табличной переменной. Третий вариант исполнен на сайте nutriциолог.bel. В качестве иллюстрации я и помещу его в тег. Как вы могли заметить, в каждом скрипте просто ищется заголовок на сайте и подменяется на значение табличной переменной. Обратите внимание, что для макроса нужно использовать двойные фигурные скобки. В качестве триггера указываем созданный ранее. Если в табличной переменной вы указали значение по умолчанию, то для активации тега используйте встроенный триггер «Все страницы» All Pages.
За идею я благодарю Кирилла Никулина, а за реализацию скрипта Юрия Флягина и Кирилла Хмельницкого. Спасибо. Ну что, понравилось, друзья? Если было полезно, ставьте палец вверх и поделитесь с коллегами. Продолжаем развлекаться, и в следующем уроке мы разберем не самую популярную функцию, которая останется интригой. Смотрите дальше.